Как же перестать критиковать себя и проявлять инициативу в команде? Но смотрите, что важно? Важно понимать, что критика себя– это такая игра на опережение. Условно, я лучше ударю себя сам, чем допущу ситуацию, где меня ударят в кавычках другие. То есть, когда вы себя критикуете, вы играете на опережение. Что нужно, чтобы из этой игры выйти? Чтобы выйти из этой игры, нужно уменьшить страх критики со стороны других людей. Каким образом это происходит? С любым страхом мы работаем через проживание этого страха. То есть, когда вы представляете, хорошо, вот я вышел с инициативой, вот так-то что-то сказал, и вот так-то отреагировали, да? То есть, что самое страшное может случиться? Какие самые страшные слова, самая страшная критика будет у команды в ответ на вашу инициативу? Представьте эту ситуацию, лучше это делать там с психологом, если есть возможность, можно и самостоятельно попробовать. Что самое страшное? Просто себе это вообразите, вот в голове кино проиграйте. Вот вам говорят, ты глупый, дура, маразм, что ты предлагаешь. Вот я не знаю, какие слова там вам, какие картинки рисуются. И дальше задайте себе вопрос. Хорошо, вот если такое случилось, как я могу выдержать эту ситуацию? Как я могу помочь себе выдержать эту ситуацию? Речь не идет о том, чтобы не реагировать на это, не обидеться, не расплакаться. Как-то выдержать. Какие слова я могу себе сказать? Что я могу вспомнить и опереться на это? Например, ситуация, когда вы уже проходили через это и выходили победителем, все было хорошо. То есть ваша задача насобирать внутри себя вот такие вот инструменты, которые для вас будут работать в этой ситуации и помогут вам справиться, выдержать, пройти. Речь не идет о том, что как-то вообще вас это не расстроит, не заденет, но вы сможете собраться и как-то с этой ситуацией справиться. И когда вот эта вот работа внутри вас проходит, тогда страх критики снижается, и вы перестаете играть на опережение и бить себя до того, как появилась возможность, вот этой вот критики извне. То есть как это работает на уровне физиологическом? Вы, когда представляете, вы формируете новые нейронные связи. А что такое травма психическая? Это обрыв, так сказать, нейронных связей. То есть шел какой-то опыт, он писался, и в какой-то момент, вот, например, была сильная критика, ребенок не справился, и он как будто бы замер в этот момент. То есть физиологически нейроны, как нейронная сеть не продолжилась дальше. Все, это осталось таким отдельным кусочком, как материк и остров. И когда вы в голове у себя вот эти моделирования проводите, вы как соединяете это, то есть соединяете травматичный опыт с материком, то есть со своей личностью, где есть все ресурсы, где есть возможность справляться, где есть какие-то предыдущие опыты, на которые вы можете опираться, есть осознание своей ценности, своих ресурсов. И страх снижается, появляется возможность действовать по-другому в реальном мире.